Тэхён из BTS занимает центральное место на Vogue World 2025. Холливуд, пока Лос-Анджелес мерцает прожекторами и вспышками камер, среди ликования толпы разносятся мягкие звуки классической оркестровой музыки, возвещая о начале самого престижного модного события года – Vogue World 2025, Холливуд. Из-за кулис Ким Тэхён, или Ви из BTS, как его знает весь мир, на мгновение замирает перед большим зеркалом, окруженным мягким освещением. Его взгляд спокоен, но глаза горят нескрываемой харизмой. Стилист в последний раз поправляет воротник его пальто, кремового пальто, сшитого на заказ, эксклюзивного дизайна, вдохновленного классическими силуэтами голливудских актеров 1950-х годов. Сегодня вечером он больше, чем просто приглашенный гость. Он – звезда шоу. Когда музыка переходит в более драматичный ритм, открываются черные занавески. В центре огромной сцены, где атмосфера черно-белого кино сплетается с футуристическим освещением, первые шаги Тэхёна эхом разносятся по подиуму. Он ступает в идеальном ритме, шаги размеренны, взгляд пронзает вспышки фотокамер. За его спиной мелькают платья от кутюр, элегантные костюмы и сверкающие вечерние туалеты, но все взгляды прикованы к мужчине с аурой кинозвезды прошлых лет, возрожденной в современную эпоху. Суть современного Голливуда. Раздался за кулисами негромкий голос ведущего. И Тэхён, не говоря ни слова, воплощал смысл этих слов. Каждое его движение, казалось, писало визуальную поэзию. Сочетая классический крой, мерцающий атлас и минималистичные детали, он смешал два мира – ностальгию по старому кино и современную элегантность. Когда он остановился в конце подиума, на его лицо упал луч прожектора, и эта мягкая улыбка появилась на мгновение, достаточное, чтобы заставить зал замолчать. Анна Винтур, сидевшая в первом ряду в своих фирменных солнцезащитных очках, первой аплодировала. Зендая, Тимоти Шалами и Дженни из Blackpink последовали за ними. Все встали, отдавая дань уважения моменту, который казался историческим в мире моды. На большом экране за сценой появились черно-белые изображения Тэхёна из фотосессии «Голливуд. Тогда и сейчас». Он был одет в классический костюм в стиле Кэрри Гранта, затем перешел к авангардному стилю, который, казалось, пришел из будущего. Зрители ликовали, когда на экране промелькнула финальная фраза «Элегантность вне времени», как и он сам. После окончания шоу Тэхён медленно вышел на центр сцены. Он слегка склонил голову, его лицо было спокойным, но уважительным. В этот момент свет со всех сторон зала соединился, освещая его, азиатскую икону, теперь стоящую в самом сердце Голливуда не как гость, а как центр тяжести самого мира моды. За кулисами Анна Винтур приветствовала его широкой улыбкой и легким похлопыванием по плечу. «Ты был главной темой сегодняшнего вечера, Тэхён», – тихо сказала она. И действительно, он был ею. В тот вечер он был не просто моделью и не просто знаменитостью. Он был живым примером того, как искусство, элегантность и культура могут объединиться в одном шаге на подиуме. Спустя несколько минут фотографии с показа начали заполонять интернет. Хештеги решетка Тайонгвагуэрлд, решетка Винхолливуд и решетка Vogue 2025 стали мировыми трендами меньше, чем за час. Модные критики назвали его образ «живой картиной», элегантной без усилий, классической без старомодности, современной без потери души. Когда свет в зале погас, и гости отправились на вечеринку после показа, Тэхён стоял на балконе за кулисами, глядя на сверкающий горизонт Лос-Анджелеса внизу. Ночной бриз коснулся его лица, принося с собой тонкий аромат ностальгии и триумфа. Он посмотрел на небо, словно разговаривая сам с собой, и слабо улыбнулся. В тот вечер Голливуд был уже не просто местом. Он стал сценой, встречающей звезду из Южной Кореи, и этой звездой был Ким Тэхён. Когда занавес опустился, и аплодисменты стихли до тихого шепота, атмосфера за кулисами стала иной, спокойнее, теплее, словно время замедлилось, освобождая место для мгновения, которое запомнится навсегда.
Тэхён стоял посреди уже темной гримерки. Перед зеркалом его отражение все еще было в идеально сшитом пальто, в котором он только что вышел на сцену. Затухающий свет подиумных огней, казалось, задержался в его глазах, словно звезды, отказывающиеся гаснуть. Подошла команда. Одни похлопывали ее по плечу, другие просто улыбались от восхищения, ведь все знали, что стали свидетелями чего-то большего, чем просто показ мод. Это было настоящее искусство перформанса. Анна Винтур спокойной походкой вошла в комнату. Сняв с лица солнцезащитные очки, он многозначительно посмотрел на Тэхёна. «Ты не просто прошел, Тэхён. Ты рассказал историю», — сказал он. Тэхён ответил ему легкой улыбкой, своей фирменной простотой, но полной благодарности. Снаружи Голливудский бульвар все еще был полон рева камер, а гости обсуждали одно и то же имя, которое повторялось снова и снова в тот вечер — Ви из BTS. Тем временем в интернете миллиарды экранов транслировали его шаги по подиуму, движение такое простое, но такое глубокое, словно он шагал между двумя мирами — гламурным прошлым и смелым будущим. Кто-то подошел к нему за кулисами, протягивая бокал шампанского. «Ты выглядел там как мечта, Тэхён. Голливуд тебе к лицу», — сказала она с тихим смехом. Он тихо ответил: «Может быть, сегодня вечером он мне тоже к лицу». Это простое замечание вызвало улыбки у всех вокруг, потому что только Тэхён мог отвечать на лесть с такой поэтической грацией. Несколько часов спустя папарацци все еще ждали у входа, но Тэхён спокойно вышел. Ночной воздух Лос-Анджелеса напоен ароматом цветов и неоновых огней, и он легкой походкой идет по тротуару. Его пальто мягко колыхалось на ветру, а легкая улыбка озарила лицо, улыбка человека, знающего, что он только что оставил еще один след в истории. Вдали все еще светилась большая вывеска «Vogue World, Hollywood». Буквы отражали свет, отражаясь от Тэхёна, когда он уходил, создавая силуэт, похожий на оживший кадр из классического фильма. И, возможно, среди рева аплодисментов, вспышек фотокамер и затихающего позади эха оркестра Тэхён кое-что понял. Этот вечер не только о моде, славе или мировом признании. Он о пути художника от сеульской музыкальной сцены до самых гламурных подиумов Голливуда, который продолжает писать свою историю с изяществом, тишиной и мужеством оставаться верным себе. Пока черный автомобиль уезжал по сверкающим улицам Лос-Анджелеса, экраны всего мира снова и снова прокручивали его шаги. Но для Тэхёна шоу закончилось. Он смотрел в окно, видел, как огни города отражаются в его глазах, и тихо прошептал: «Сегодня вечером, пусть говорит свет». Так завершился вечер Vogue World 2025-го. Холливуд с Тэхёном в центре внимания не потому, что он пытался затмить всех, а потому, что одного его присутствия было достаточно, чтобы заставить мир замереть, очарованный красотой, не требующей объяснений. Его наряд сочетал классическую голливудскую ностальгию с современными нотками. Длинное пальто цвета слоновой кости, мягкая шелковая рубашка и едва заметные акценты на запястьях, отражавшие свет, словно звезды следовали за ним. Никаких лишних движений, только очаровательная простота. Камеры то и дело вспыхивали в его сторону. Зрители в первом ряду, от именитых дизайнеров до мировых кинозвезд, смотрели, не моргая. Среди них Анна Винтур медленно кивнула, выражение ее лица говорило о чем-то редком. Обаяние, которое невозможно создать, его можно только приобрести.